Итак, теперь поговорим о более таких ретро-ароматах в этой моей подборке. Это Самсара, конечно, от Guerlain. Тоже я не перестаю восхищаться его раскрытием именно весной. После того, как уходит его лакокрасочная первая нота, вот я так ее называю, потом раскрываются такие нежные весенние цветы. Это, видимо, иланг, потом тоже там и роза, и белые цветы, возможно, даже желтые. В общем, тут тоже большой букет, большая пирамида. Хотя вот вроде бы в этой новой переформулировке уже там пирамида поменьше, чем в винтажной версии. Но, тем не менее, аромат, он очень интересный. И когда я его разносила, вот тоже я тоже не могла понять вначале, что он собой представляет. Вот пока не наступила весна, я не нанесла его на себя где-то в конце апреля, в начале мая. И вот это именно тот сезон, когда он раскрылся наилучшим образом и проявил вот эту свою цветочную сущность. Потому что если другие ноты здесь более колкие и ну, такие не всеми любимые, то его цветочная составляющая, она, думаю, что не оставит никого равнодушным. Это такая цветочная пудра, даже можно сказать. Нежная цветочная пудра именно в весеннем раскрытии, именно весной. И тоже, может быть, кому не нравится этот аромат, попробуйте вот его именно весной. Это у меня туалетная вода. Я не знаю, как парфюмированная, возможно, будет тяжелее, но в то же время, ну, возможно, она будет с более ретровым звучанием. Это я так предполагаю, это мои предположения, это не проверено, но, возможно, туалетка полегче, как мне кажется. И из флаконов у меня тут последний флакон стоит, и, конечно, он у меня тут стоит в центре, можно сказать, моей такой композиции из флаконов. Да, вот я даже поставила его между двумя черными флаконами. Вот мне показалось, что он так хорошо оттеняется и как-то выделяется между ними. Конечно, это «Красная Москва» от фабрики «Новая Заря». Это аромат из прошлого, аромат знакомый еще с советских времен. И тоже его раскрытие весной меня поразило. Я и приобрела его весной, гуляла по барахолке и тоже увидела этот флакон, которому столько же лет, сколько мне. Вот. И когда я его вдохнула, я ожидала услышать, ну, что угодно. Я ожидала, да, каких-то бабкиных сундуков, каких-то бабкиных кальсон. В общем, это тоже огромный букет цветов, в котором тоже присутствует и иланг, и роза, и, наверное, какие-то и нарциссы, и мимозы, и все, что хотите. Наверное, тут проще сказать, чего здесь нет. Ну и, конечно же, гвоздика как цветок. И, возможно, гвоздика и как пряность, потому что аромат очень пряный. Он не только цветочный. Поэтому во все сезоны его можно носить, конечно же, и осенью, и зимой. Потому что в нем и пряные ноты, и цветочные присутствуют. Поэтому, ну, кроме лета, я думаю, летом не стоит. Возможно, это будет слишком тяжелая артиллерия для окружающих людей. А вот во все другие сезоны и весной тоже его цветочная составляющая, как и в Самсаре. Вот все вот эти, наверное, ароматы из тех времен, они, мне кажется, вот там, где много цветов, мне кажется, они как раз весной прекрасно себя проявляют. Поэтому вот тоже, кто любит такие вот винтажи, всякое ретро. Вот я сейчас его нюхаю, мне прям хочется его уже на себя нанести и выйти на улицу. И сейчас у нас теплая, но ветреная погода. Вот мне прям хочется его сегодня нанести на себя, потому что в более прохладную погоду все-таки вот для меня все-таки он более ретрово звучит. А вот когда уже теплеет ближе к концу апреля, вот к середине апреля, то вот для меня этот аромат перестает быть таким вот сугубо ретровым и уже тоже вот раскрывает вот этот красивый букет цветов и пудровые ноты. Вот такой это для меня аромат. Тоже ношу его, хоть и не слишком часто, но ношу. Ну, теперь мне осталось показать 3 пробника, которые у меня есть, которые я тоже отношу к весенним ароматам. И мне кажется, весной они классно звучат. Это Flower от Kenzo. Я познакомилась с этим ароматом где-то года 2 назад. Вот в виде такого пробника его приобрела. Здесь есть, значит, здесь такие пудровые цветы. Здесь и, видимо, какой-то дикий
дикий колокольчик или что-то такое. Тут и пармская фиалка, и пудровые ноты, и апопонакс, белый мускус, и бурбонская ваниль в базе. В общем, аромат не сказать, чтобы слишком легкий, но очень такой тоже звучащий как-то интересно. Он цепляет, вот что-то в нем цепляет, какая-то необычная цветочная нота, вот такое чувство, вот, да, вот тут мак на картинке, а ведь мак, он практически не пахнет ничем. И поэтому вот мы представляем, да, какой-то такой яркий какой-то цветок. Ну и тоже, конечно, как цветочный аромат, весной он прекрасно бы звучал. Я бы с удовольствием купила бы какой-то небольшой флакон, хотя бы 30-ку, чтобы поносить этот аромат. Но, к сожалению, пока я не вижу в продаже у нас нигде никаких вообще флаконов этого аромата. Вот кроме пробника пока ничего не удается найти. Я по интернету пока не заказываю, потому что к нам сложная доставка, только через посредников. Поэтому с Авито пока я не заказывала. Но аромат интересный, вы знаете. В нем, по-моему, и какой-то отголосок ладана. Это, наверное, апопонакс дает какой-то такой ноту ладана где-то в глубине. Также еще гидеон и циклосал присутствуют. Это какие-то, видимо, тоже такие молекулярные или смолистые ноты. Ну да, вот именно цветочность, она вроде бы как вверху, да, на поверхности это цветочный аромат, но в глубине он раскрывается такими интересными смолистыми нотами. Но он не перестает при этом быть ароматом какого-то необычного цветка. Потом еще аромат Estie от Estee Lauder. Это уже такой тоже альдегидный аромат. Вот Красная Москва, по-моему, тоже содержит альдегиды, если я не ошибаюсь. И Estie тоже вот альдегиды. Это такая звонкая нота, которая как бы размывает, как бы приглушает остальные ноты. И в то же время делает их какими-то свежими, кристальными. Как бы сглаживает их, что ли. И вот это очень такой тоже свежий утренний аромат. Ну и весна, конечно, такое время, когда хочется вот таких ароматов, как Estie. Это уже классика, это у него не отнять. То, что он стал уже классикой и заслужил свое место в парфюмерной энциклопедии. Конечно же, аромат шедевр своего времени. Сейчас после этого уже считается несколько старомодным такие ароматы, но я бы его носила тоже, если бы был у меня какой-то объем, я прям носила бы его. Потому что вот утром, если его нанести, он такой бодрящий, такой свежий, такой необычный. Даже при том, что вот сейчас это несовременно и, возможно, кого-то удивит. Но аромат прекрасный, тоже весной, вот советую посмотреться. И последний аромат это Фиджи. Это тоже такой огромный букет цветов. Это такие цветы более уже, вот в них есть какое-то между ними, мне кажется, сходство между Эсти. Но Эсти это такой альдегидные цветы. Они как бы за пеленой альдегидов прячутся. И они такие более размытые, более свежие, утренние. А вот эти цветы, вот Фиджи, Eau de Parfum, это уже, это у нас Гила Рош марка. Тоже такой всем известный ретро-аромат во всех хороших смыслах этого слова. Тоже уже классика, тоже уже такой раритет. Если купить духи, то это вообще, наверное, они стоят баснословных денег. Я видела, у нас в городе продается на барахолке, есть продавец, у которого есть флакон этих духов. Не могу, к сожалению, позволить себе купить эти духи, но я бы, наверное, не отказалась бы, да, если бы мне их подарили, я была бы, наверное, бесконечно счастлива. Вот. Поэтому пока я довольствуюсь таким пробником. И где-то пару раз за сезон тоже могу нанести. Это такие масленичные цветы, такие очень насыщенные, очень какие-то... Какая-то и цитрусовая нота, мне кажется, здесь присутствует. Вот они такие солнечные, теплые, эти цветы. И, конечно, вот очень резонирует с весенним настроением, с весенней погодой. Иногда, когда идешь по улице весной, и какое-то дуновение ветерка доносит до вас вот этот запах цветения, запах где-то с клумбы цветы пахнут, где-то дерево цветет. И вот смешение вот этих запахов, мне кажется, очень похоже на вот этот аромат Фиджи. Вот это какие-то желтые цветы, мне кажется, тут и нарциссы. И какой-то, как называется вот эта нота? Ландыш, да, мне кажется, ландыш здесь
и нарцисс. В общем, все-все-все вот эти весенние цветы. Прям здесь и роза, и, скорее всего, тут есть все. Поэтому тоже вот если у вас есть возможность, может быть, купить. По-моему, я не знаю, есть ли современная версия. Если есть у вас возможность, если любите ретро-ароматы. Хотя, ну да, он тоже, конечно, звучит не так уж современно, но я знаю, что есть много любителей таких ароматов, и э, из молодежи есть любители. Поэтому, конечно, просто море восторга. Сейчас, конечно, много выпускается ароматов, и тоже многие из них интересны, многие из них хочется приобрести или хочется носить. Но вот эти ароматы, мне кажется, они не теряют своей прелести. Все равно это что-то необычное по сравнению с современным. И когда мне вот надоедает иногда уже вот это все, весь этот люкс там и какая-то ниша, ну, когда это все надоедает, и хочется чего-то такого спокойного, умиротворенного, чего-то такого, возможно, аромат, который для такого вот вдумчивого настроения, такой нелегкомысленный, но такой вот окутывающий, такой более глубокомысленный, который навевает какие-то и воспоминания, возможно, из прошлого. Вот я такое вот люблю, и кто любит вот этот ретро-шик, думаю, меня поймет. Вот, поэтому вот такая получилась подборочка. Да, конечно, молодежи я советую больше вот Toy Boy, Ламор, Шарман и Ультравайлет. Это, и так пальцы отражаются, так некрасиво. Это ароматы для молодежи и девушкам, и парням. Toy Boy для молодых парней вообще супер аромат. Ну, а тем, кому, допустим, 30 и выше, уже можно пробовать какие-то такие вот ароматы. Dench Rose такой, он средний, мне кажется, вот такая средняя возрастная категория у него, как бы особо молодым он, может быть, и не зайдет, но уже там от 30 и выше, думаю, может понравиться. Dench Rose, потом Самсара, ну и вот эти вот два представителя. Ну, а Красная Москва, это, конечно, очень на любителя, но я знаю, таких любителей есть немало, поэтому давайте обсудим в комментариях. На этом у меня все. Всем хорошего дня, хорошего настроения, как всегда. И пока-пока.